Я изгоню тебя из мира, демон. Никогда. 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 Последний раз предупреждаю, сдавайся. О, возлюбленная. Есть такие женщины, при одном взгляде на которых захватывает дух и сердце начинает биться чаще. К ним когда-то относилась и шведская актриса Анита Экберг, секс-символ 60-х годов и объект обожания миллионов мужчин. Ее называли шведской Мэрилин Монро и прочили мировую славу. Однако судьба распорядилась иначе. Даже несмотря на толпы воздыхателей и перспективы в Голливуде, звезда Экберг очень скоро угасла. Биография Аниты Экберг начинается в сентябре 1931 года в Швеции. Семья была многодетной. Кроме Аниты, у четы Экберг было еще 7 детей. Мать решила, что это шанс для девочки, и настояла, чтобы она участвовала в конкурсах красоты и проходила смотры. Уже в подростковом возрасте она начала карьеру в модельном бизнесе, а в 1950 году молодая красавица с шикарной фигурой получила титул «Мисс Швеция». Вскоре после этого Анита отправилась в США, чтобы попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Вселенная». На этот раз девушке удалось дойти только до 6-го места, но и этого было достаточно, чтобы привлекательную блондинку заметили. Представители студии Universal подписали с ней контракт. В качестве старлетки Анита должна была посещать уроки по английскому языку, драматическому искусству, танцы и спортивные занятия. Правда, Анита посещала занятия с большой неохотой, поэтому овладеть навыками в совершенстве ей так и не удалось. Студия разорвала с ней контракт, успев снять ее в 3 картинах в эпизодах. Первое время после ухода с киностудии Экберг работала моделью, участвовала в рекламных роликах и снялась для журнала Playboy. Ее фото часто попадали на страницы желтых журналов, благодаря приписываемым ей романам с голливудскими знаменитостями. В середине 50-х Анита все же попала в кинематограф. Она снялась в короткометражном сериале «Касабланка» в 1955 году. Девушке дали роль в фильме «Эббот и Костелло отправляются на Марс», где она предстала перед зрителями в качестве сексуальной стражницы Венеры. Первая роль с текстом была в фильме «Кровавая аллея» режиссера Уильяма Уэлма. За участие в этой картине Анита получила «Золотой глобус» как подающая надежды новичок. В Италию актриса впервые попала во время съемок фильма «Война и мир», которые проходили в Риме. Знаменитый фильм Сергея Бондарчука «Война и мир», возможно, не был бы снят, или снят гораздо позже, если бы не американская экранизация романа Толстого, которую советские зрители посмотрели в 1959 году. Голливудская картина им очень понравилась, советское руководство всерьез задумалось о создании собственной. И в американском, и в нашем фильме были собраны главные звезды того времени. Коллегами по площадке стали легендарные Одри Хёбберн и Мэл Феррер. Снимала картину студия Paramount. Анита сыграла роль Элен Курагиной. Именно эта роль считается одной из лучших в ее карьере. Его постиг большой удар. Подойди к кузену Элен. Он нуждается в ласке. Это великая потеря для него. На этом ее успехи в Голливуде резко сменились неудачами. Экберг обладала очень ветреным характером и не хотела развиваться как актриса. Девушке больше нравилось посещать светские тусовки и развлекаться, чем ходить на курсы и обивать пороги киностудий. Поэтому Аните в основном доставались те роли, где требовалась ее красота, но никак не талант. Оценив свои перспективы, а вернее их отсутствие, Экберг решила перебраться в Италию. Именно здесь она получила роль, которая принесла ей статус секс-символа 60-х и навсегда вписала ее имя в историю. Роль суперзвезды в культовом сатирическом фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь».
По сюжету героиня Аниты очень своенравная, капризная, но в то же время желанная многими мужчинами актриса. Можно сказать, что в фильме Эгберг сыграла саму себя. «Сладкая жизнь» режиссера Федерико Феллини стала знаковой картиной не только в жизни Аниты, но и самого автора. Знаменитая сцена купания в фонтане Треви прославила шведку на весь мир. В паре с Марчелло Мастроянни они сделали фильм культовым. Позже в интервью Эгберг утверждала, что это она прославила Феллини, а не наоборот, как считают многие. При этом артистка сетовала, что стала заложницей американской звезды, и другие режиссеры видели в ней только этот образ. Подожди, сброшу туфли. Вторая. Феллини приглашал исполнительницу еще в 3 картины, но, по словам Аниты, ей было скучно работать в кино после «Сладкой жизни». Однако она продолжала сниматься, и последним этапом в ее фильмографии стал сериал 2001 года «Салон красоты». После «Сладкой жизни» Эгберг перестали приглашать в серьезные проекты, а второстепенные проходящие картины, в которых она снималась, не приносили желаемого успеха. Разве тот, кто отказывается покориться Риму, предатель? А тот, кто отказывается встать на колени перед Зенобией, враг? Поверженный враг должен умереть? Убей меня. Нет, смерть — это слишком легко. Личная жизнь Аниты также не складывалась. У женщины было довольно много любовных интрижек, но связать свою судьбу с одним единственным ей так и не удалось. Однажды в интервью актриса призналась, что состояла в отношениях с директором концерна «Фиат» Джанни Аньелли, считала его любовью всей своей жизни и даже мечтала родить от него сына. Не знаем, что пошло не так, но уже скоро пара рассталась, а завести детей в будущем Анита так и не смогла. У актрисы было 2 брака. Первый раз она связала себя узами с актером Энтони Стилом, но прожили они всего 3 года. Второй раз под венец Анита отправилась с Риком Ван Неттером. Эти отношения продлились 12 лет и завершились разводом. Ее современники вспоминают, что Анита в молодости обладала сложным характером, могла откровенно рассказывать о неприязни к именитым коллегам и демонстрировать капризы на съемках. Журналисты запомнили ее как резкую и противоречивую в высказываниях женщину. 2 развода, проблемы с работой, ухудшение финансового положения, злоупотребление вредными привычками – все это негативно сказалось на состоянии бывшей красавицы. С 1970 года ее внешность начала заметно меняться, не в лучшую сторону. Даже самые плохие предложения от киностудии перестали ей поступать, и Эгберг окончательно исчезла с экранов. Все сложности, выпавшие на судьбу актрисы, некогда очень популярной и желанной, а теперь увядшей и никому не нужной, привели к тому, что она практически стала затворницей. Эгберг не появлялась на телевидении, не вела публичную жизнь и встретила старость в компании 4 своих собак у себя дома на окраине Рима. В 2009 году Анита сломала шейку бедра и несколько месяцев провела в клинике. За это время ее дом разграбили и подожгли, поэтому после выписки она была вынуждена обратиться за финансовой поддержкой в фонд Феллини. Здоровье артистки в старости ухудшалось с каждым днем. Эгберг умерла 11 января 2015 года в возрасте 83 лет в клинике Сан-Рафаэле. Причина смерти – осложнение непроходящих болезней. Отпевание состоялось 14 января 2015 года в церкви Христа в Риме, после чего ее тело было кремировано, а прах захоронен на родине в Швеции, как она и завещала.